Многочисленные победы не утолили стремление Александра Македонского к расширению владений. Следуя навязчивой идее стать владыкой всего мира, он вступил в сказочную для греков Индию. Весной 326 года до нашей эры Александр со стороны Бактрии через Хайберский горный проход вторгся в земли индийских народов. После сложной переправы через реку Инд македонское войско достигло владений индийского царя Таксила. Таксил оказал Александру и его войску радушный прием, поскольку на него наседали соседи, особенно царь Пор, правивший по другую сторону Гидаспа, крупного притока Инда. Продвигаясь на восток, в июле Александр подошел к реке Гидасп. Мелкие индийские цари сдавали свои города грозному македонскому войску. Однако царь Пор, отличавшийся решимостью и личным мужеством, отказался служить Александру. Пор решил дать македонянам бой на границе своих владений у реки Гидасп. Стояла середина лета 326 года, и Гидасп представлял собой мощный поток, форсировать который было нелегко. Кроме того, Пор своим войском преградил македонянам все переправы через реку, а имевшиеся у него боевые слоны нагоняли страх на воинов Александра. В военном искусстве индийцев слоны были обычным явлением, но македонцев слоны сильно волновали. Объединенным силам греков раньше не приходилось встречаться со слонами на поле боя, тем более в таком количестве. Поэтому предстоящее сражение должно было стать настоящей проверкой на прочность военной силы Александра. Точную численность армии, которой командовал Пор, установить затруднительно. Считается, что к Гидаспу он привел около 30 тысяч пехоты, до 4 тысяч конников, более сотни слонов и около 500 колесниц. Численность македонского войска оценивается в 30 тысяч пехоты и 10 тысяч всадников. Противников разделяла река шириной 700 метров, служившая естественным препятствием. Александр разделил свою армию на небольшие отряды и демонстрировал намерение переправиться в разных местах. В то же время он распространял слухи о том, что македонская армия останется в лагере, пока на Гидаспе длится половодье. Индийцы повторяли движение македонских конных разъездов, чтобы не допустить неожиданной переправы противника. Каждый раз, когда македоняне находили удачное место для переправы, Пор закрывал его крупными силами. Такие маневры продолжались в течение нескольких недель и утомили индийцев. Поскольку македоняне ни разу не попытались перейти на другой берег, внимание Пора притупилось. Этого момента и ждал Александр. По его приказу, выше по течению Гидаспа, в 25 километрах от лагеря, мастера построили плоты и небольшие галеры. Там они были скрыты от наблюдателей Пора, расположенным посреди реки островом. Форсирование реки должно было состояться ночью, в обстановке строгой секретности. С наступлением темноты Александр во главе отряда, в который входили гитайры, конные стрелки, пешие индийские лучники и меньшая часть фаланги, выступил из лагеря в направлении места предстоящей переправы. Под его началом было 5000 конницы и до 6000 пехоты. Оставшиеся в лагере войска царь поручил Кратору, которому повелел ударить по Пору, если тот уведет от переправы своих слонов. Отряд Александра продвигался на север на некотором удалении от реки. В ту ночь македонскому царю повезло с погодой. Разыгралась сильная гроза, которая позволила воинам Александра достигнуть плотов незамеченными. Речная флотилия сначала перевезла воинов на остров, а уже оттуда они переправлялись вброд. Когда на утро гроза стихла, Александр уже выстраивал отряд в боевой порядок на другой стороне Гидаспа. Вперед Александр выдвинул своих всадников, рядом с которыми шли конные лучники. Пеших стрелков македонский царь смешал с кавалерией, а позади расположил фалангу и гиппоспистов. В таком порядке Александр повел своих воинов к лагерю Пора. Узнав о переправе македонян, Пор не поверил донесениям. И все же он отправил отряд 2000 всадников и 150 колесниц под командованием своего сына, чтобы проверить, насколько серьезная была угроза для его войска. При столкновении этого отряда с силами Александра он был разгромлен, а царский сын погиб. Пор, которому обо всем доложили, понял, что Александр перехитрил его и решительно повел свое войско на противника. У переправы он оставил небольшой отряд с несколькими слонами, чтобы не позволить Кратору ударить ему в тыл. Противники встретились на песчаной равнине на берегу Гидаспа. В передней линии своего войска Пор расположил боевых слонов, которые должны были прорвать строй македонской фаланги, а в интервалах между слонами поставил пехоту. На своих флангах Пор развернул кавалерийские части и колесницы. Пор уступал Александру в численности кавалерии, однако на его стороне находилось преимущество в количестве пехоты. Сражение начал Александр, приказав конным лучникам обстреливать индийские колесницы. Колесницы были уязвимыми целями,
и Пор решил прикрыть их с фронта своими кавалерийскими частями. Однако еще до того, как индийцы успели перестроиться, Александр повел в атаку расположенных на правом фланге гиттаеров и обрушился на индийцев прежде, чем те развернулись в боевые порядки. Колесницы вязли в мокрой после ночного ливня земле, поэтому им было сложно наступать, да и отступать тоже оказалось невозможным. Стремясь помочь своему левому флангу и связать Александра боем, Пор приказал всадникам, расположенным на правом фланге, проскакать через все поле и нанести удар по гиттаерам. Это заметил один из кавалерийских командиров Александра, Кен. Взяв с собой эскадрон македонских всадников, он двинул их на индийцев, планируя ударить им в тыл. У Кена получилось перехватить их на подходе к всадникам Александра. Малочисленный отряд Кена не смог бы долго сдерживать кавалерию Пора, но ему на помощь пришел Александр, разгромивший в то время левый фланг индийцев. Осознавая, что сражение пошло не по плану, Пор двинул вперед свой главный козырь боевых слонов. Слоны двинулись вперед, чтобы атаковать конницу македонян, а пехота Александра двинулась на слонов. Это было сражение не похожее ни на одно прежнее. Слоны врывались в ряды пехоты, поворачивались, и в этом месте плотный строй македонцев сильно редел. Несмотря на то, что македоняне пускали в слонов множество стрел и дротиков, массивные животные врубились в ряды фаланги, сметая все на своем пути. Слоны затаптывали людей, пронзали их бивнями и ломали хребты хоботами, действуя с большой эффективностью. Одновременно бежавшая с левого фланга индийская конница развернулась и атаковала гиттаеров Александра. В этот момент поле сражения выглядело наиболее хаотично. В центре происходил кавалерийский бой, а по обе стороны от него македоняне с трудом сдерживали натиск слонов Пора. Однако стойкость македонских порядков дала о себе знать. Восстановив, насколько было возможно, строй, фалангиты разили слонов своими длинными копьями, а легковооруженные пехотинцы целились в погонщиков. Обезумев от боли и потеряв управление, многие из слонов разворачивались и начинали топтать индийские войска. Расположенная в интервалах между слонами индийской пехоте доставалась от них сполна. Захватив инициативу на поле боя, македонская фаланга двинулась вперед, уничтожая на пути всякое сопротивление. Вскоре оставшиеся в живых слоны пустились в бегство, а конница Александра окружила войско индов. Сдавленное в узком месте, оно больше не представляло угрозы. Через некоторое время армия Пора, понеся значительные потери, обратилась в бегство. Многие индийцы стремились добраться до своего лагеря, но там их ждали воины Кратера, которые уже пересекли Гидасп и перехватывали беглецов. Восседавший на слоне двухметровый индийский царь Пор сражался до последнего. Когда Александр спросил, чего он для себя хочет, Пор ответил, чтобы ты обращался со мной по-царски. Александру понравился этот ответ. Он передал Пору власть над его подданными и даже увеличил размер его владений. Как сообщают древние источники, в сражении со стороны индийцев погибли 3000 всадников и 20 тысяч пехотинцев. Потери Александра были значительно меньшими – около 300 всадников и 700 пехотинцев. В битве при Гидаспе Александр одержал одну из самых блестящих своих побед, которой было суждено стать последней крупной победой великого полководца. Используя ресурсы покоренных земель, Александр рассчитывал переправиться через Ганг и продолжить завоевание Индии. Благодаря перешедшему на его сторону Пору, царь осознал необычность местного населения и стал понимать, насколько оно отличается от подвластных ему народов. Но все же Александр двинулся дальше, следуя на юго-восток к далекому Мировому океану. Вскоре его войска достигли следующей Индийской реки. Переправа через полноводную реку, наполненную проливными дождями, была тяжелой, но несмотря на это царь не остановил продвижение. Войскам пришлось продираться через бесконечные девственные леса. Воины особо страдали от укусов ядовитых змей. При этом приходилось сражаться с местными племенами, жившими по пути следования армии. Наконец Александр подошел к берегу Гефасиса, предпоследней реки в Пенджабе, и дал войску передышку. Но передышка в беспрерывном движении породила смятение в ветеранах. Непривычная пища, жаркий влажный климат и трудности перехода привели к многочисленным болезням. Дожди продолжались уже 2,5 месяца. Безнадежность проявлялась все сильнее, и недовольные люди стали объединяться в группы. Македоняне, услыхав об огромных армиях и тысячах боевых слонов загангов, отказывались следовать за своим царем. Моральный дух македонцев был сломлен, они больше не желали погибать ради имперских амбиций своего ненасытного полководца. Царь не рискнул апеллировать к воинам на собрании, а вызвал к себе лишь высшие командные чины. Один из его близких людей, Кен, сказал, что готов участвовать в любом походе, в то же время привел весомые доводы неосуществимости задуманного. Однако Александр заявил, что пойдет дальше, мол, найдется достаточно добровольцев.
Через 3 дня нелегкой борьбы с собственным тщеславием царь решил спросить совета у богов. Предсказания его не удовлетворили, и он приказал объявить войску о возвращении домой. За несколько месяцев был создан большой флот для возвращения на родину. Флот должен был служить передвижным мостом. Он также разгружал войско от обоза. В начале ноября 326 года до нашей эры корабли отправились в путь. Летом 325 года македоняне прибыли в дельту Инда. Здесь они разделились на 3 части, которые добирались до Вавилона разными путями. Прибыв в свои владения, Александр занялся обустройством огромной империи. Одновременно царь планировал новые завоевательные войны. Он хотел покорить Аравию, чтобы контролировать все морское побережье от Индии до Египта. Однако за 5 дней до начала похода против арабов Александр заболел. После нескольких дней жестокой лихорадки в июне 323 года до нашей эры царь скончался в Вавилоне в возрасте 32 лет. Общепринятой является версия о естественной смерти Александра. Различных версий существует много, но точная причина его смерти до сих пор не установлена. Месяцем позже жена усопшего царя Роксана родила сына, названного в честь отца Александром. Однако военачальники Александра, диадохи, хотели самостоятельно править своими сатрапиями. В 321 году до нашей эры дело дошло до открытого конфликта, в котором регент при малолетнем сыне царя Пердика погиб. Последовавшие затем войны диадохов продолжались в течение 40 лет. Когда военачальники Александра умерли, их потомки правили в нескольких государствах, образовавшихся на месте распавшейся империи. А все родственники Александра погибли, став жертвами кровавой борьбы за власть. Это означало конец династии Аргиадов. Правление потомков македонцев на Востоке тоже постепенно свелось на нет. Мы можем задать риторический вопрос: а стоило ли напрасно проливать кровь своих соотечественников?